Все, хорошо. Значит, я хочу сказать, что, и, может быть, отчасти тоже как-то извиниться за то, что я пользуюсь этими лекциями, в том числе для того, чтобы какое-то составить свое собственное такое представление о том, как работает нервная система, мозг человека и животных, и как в нее включаются сенсорные системы. И в этом смысле какие-то вот я пытаюсь всегда опуститься с более концептуального уровня до уровня отдельных каких-то физиологических механизмов, процессов. И, может быть, какие-то схемы, которые у меня укладываются постепенно в голове, они еще не до конца уложились у меня самого, поэтому я хочу сразу как-то предупредить, что в некоторых местах могут быть прорехи, но которые мы можем вместе все восполнить и над которыми я тоже продолжаю дальше работать. А сегодня я бы хотел поговорить, начать разговор про механорецепцию. Вот, и я разбил разговор о механорецепции на две части. И в первой части пойдет скорее разговор про соматосенсорную систему, вот, и про то, как мы ощущаем окружающий мир. И начать я хочу с того, с чего я в прошлый раз закончил. Вот с такой как бы концептуальной, сильно концептуальной схемы. Если представить живое существо, и сначала это живое существо неподвижное, прикрепленное к субстрату, то у него достаточно простая задачка по отношению к внешнему миру. Если приходит какой-то внешний стимул на вход, то нужно просто на него отреагировать каким-то образом. Тогда получается, что вот это вот животное, прикрепленное, неподвижное, оно просто реагирует на события во внешнем мире и в соответствии с ними как-то меняет свое поведение. Но гораздо сложнее ситуация становится, когда животное начинает двигаться. Вот. У него появляется какая-то вот внутри оно программирует свои действия внутри себя, исходя из каких-то там мотиваций, из потребностей. Вот. Начинает двигаться, и это движение на самом деле тоже вызывает стимуляцию и изменения во внешнем мире. И эти же вот изменения во внешнем мире, вызванные уже движением, они приходят на, собственно говоря, снова на тот же самый вход, одновременно с другими внешними стимулами. И тут возникает сложная задачка, как вообще различать, что во внешнем, что на сенсорном входе было вызвано, собственно говоря, моторикой самого животного, а что какими-то внешними изменениями, внешними стимулами. И здесь помогает такая штучка, которая вот, обнаруживается у разных животных, то, что называется corollary discharge. Это перед тем, как моторная, или параллельно с тем, как моторная команда пойдет собственно говоря, на эффекторы, вот, где-то в нервной системе сохраняется копия того, что предполагает делать животное. И вот если сравнивать то, что вот и здесь же формируется уже, скажем, там гипотеза о том, что может произойти с внешним миром и на какие сенсоры может оказать воздействие и какого типа воздействия может оказать вот эта вот моторная команда. И, соответственно, если сравнить это собственно говоря, с тем входом, который уже через петлю обратной связи будет получен после совершения движения, то здесь может появиться вот такая концепция, собственно говоря, самосубъектности или agency. Я действующий, как я влияю на внешний мир, как он меняется и вот что я представляю из себя. И это такой достаточно серьезный вопрос, который, в общем-то, обсуждается сейчас активно, в том числе и нейрофизиологические механизмы самосубъектности и agency обсуждаются. И сейчас вот о них немножко и пойдет речь, прежде чем мы, собственно говоря, перейдем к соматосенсорной чувствительности. Здесь я хочу снова вспомнить вот это вот то, с чего начинал в прошлый раз, работа Этьена Кандильяка а, об ощущениях. Это 18 век. И, как мы помним, он
проводил такой мысленный эксперимент, наделял мраморную статую разными чувствами и постепенно описывал, как эта статуя превращается, ну, так, в кавычках, в человека. Вот. И здесь что он говорит об осязании? Про осязание он говорит, что это вообще основное ощущение. Вот, потому что если статуя обладает одним лишь чувством осязания, то она ощущает, как действуют друг на друга части ее тела и ощущает, например, дыхательное движение. И это вот наименьшая степень ощущения, которую можно приписать ей. Вот. И вот если происходит изменение в этом основном ощущении, как считает Канделяк, то в этом случае статуя может сказать о себе «я». Вот. И если посмотреть, вот, собственно говоря, на концепции «я», различия между собой и другими, то вот появляются все чаще и чаще обзоры, работы, которые обсуждают, с одной стороны, скажем так, психологические концепции «я», а с другой стороны пытаются привязать эти концепции к каким-то конкретным нейрофизиологическим механизмам. И вот, например, Нейсер в 95 году разделял вот концепт такой «я» на несколько разных уровней. На самом нижнем уровне находится, собственно говоря, экологическое «я». Это, и вот это вот экологическое «я» представляет собой интеграцию сигналов, поступающих из разных сенсорных каналов. Вот. И, собственно говоря, в электрофизиологии или в нейрофизиологии вот этому вот экологическому «я» соответствует ощущение собственного тела. Я вас также призываю всячески обращать внимание на те ссылки, которые я даю вот на каждом слайде к оригинальным работам и не стесняться к ним обращаться и черпать оттуда знания дополнительные, которые тоже можно будет как-то вот в наше обсуждение, выстраивание вот этой вот схемы привносить. Есть такие эксперименты, которые позволяют вот с этим, собственно говоря, чувством «я» и с ощущением своего тела и распознаванием своего тела позволяют как-то немножко поиграться. Вот. И это вот такой вот классический тоже эксперимент с резиновой рукой. Вот. Он достаточно просто проводится в поле зрения испытуемого, помещается над его собственной рукой, помещается такой непрозрачный экран, сверху кладется резиновая рука, и экспериментатор может одновременно поглаживать руку испытуемого и вот эту вот резиновую руку. Но при этом и в результате у человека возникает ощущение, если вот эта вот резиновая рука находится в таком анатомически, как сказать, правильном положении, не совсем уже там абсурдном каком-то, вот, то у человека возникает ощущение, что это его собственная рука. И интересно, что даже если вот на эту если экспериментатор потом пытается как-то вот продемонстрировать опасное действие по отношению к этой руке, то человек реагирует, собственно говоря, отдергиванием своей собственной руки. И вот такой вот эффект, он получил название проприоцептивного дрейфа. И это то, что можно, в принципе, померить. Это то, что можно попробовать смоделировать тоже в разного рода экспериментах. И в том числе можно попробовать промоделировать в экспериментах с ФМРТ. И интересно, что вот у нас есть такая часть мозга, которая в последнее время получила большую такую популярность, это temporoparietal junction. Вот. И здесь можно обнаружить сигналы, увеличение сигнала blood oxygenation level dependent в ситуациях, когда человек
ощущает какую-то вот особую свою телесность особенно интенсивно. Вот. Ну и, собственно говоря, эту область можно взять уже под такой детальный прицел и, соответственно, например, попробовать ее простимулировать с помощью транскраниальной магнитной стимуляции. Ну вот. И здесь вот в таких ситуациях пациенты или там испытуемые сообщают о внетелесных переживаниях, out of body experience, они как бы у них возникает ощущение, что они выходят из своего собственного физического тела, буквально могут видеть свое тело с другой точки зрения. Вот. И на самом деле действительно количество экспериментов, которые об этом говорят, и особой роли temporoparietal junction в формировании ощущения о собственном теле и схемы тела, они все больше, все чаще и чаще появляются. А кроме того, есть проблемы, когда вот в этой области наблюдаются реальные органические повреждения и поражения этой области. Есть такие состояния, которые называются соматопарафрения. Это вот бредовое состояние, при котором пациент отрицает право собственности на одну или нескольких своих парализованных конечностей. Вот, и часто приписывают вот эту конечность кому-то другому. Ну вот, и даже если им представлено неопровержимое доказательство того, что это их конечность, они в это все равно не верят. Ну а потом могут возникать еще такие серьезные деперсонализации. Это состояние, которое вот когда возникает такое стойкое чувство отстраненности от собственного «я» и тела. Ну вот. Ну и теперь, если постепенно начать переходить к физиологии, то вот если мы вспомним вот этот эксперимент с резиновой рукой, ну вот эту иллюзию, то здесь явным образом ощущение от поглаживания кисточки, осязательное, тактильное ощущение, оно сыграло такую важную роль в том, что вот эта резиновая рука оказалась включена в схему тела и воспринималась как своя собственная. Если рассматривать то, как организована вообще система осязания, то здесь в первую очередь следует понимать, что есть два разных типа кожи, и весь внешний мир и осязание у нас обеспечено, собственно говоря, нашей кожей. Есть гладкая кожа, ну и есть кожа, которая покрыта волосками. У животных такая волосенная кожа, она играет роль, в том числе важную роль в терморегуляции. Ну а кроме того, отдельные волоски, они являются тоже такими, их фолликулы, они являются в том числе органами механочувствительности. Но есть разные типы, значит, а, чувствующих элементов. То есть вы видите их. Это вот диски Мейснера, например, тельца Пачини. Это один из самых первых вообще вот таких соматосенсорных элементов, который был описан. Вот. Ну, а все окончания Руффини, вот. А кроме того, к ним подходят разного типа волокна. И, собственно говоря, вот эти волокна обеспечивают передачу информации с периферии тела в центр. И если посмотреть на то, как вот работают эти разные волокна, то их можно классифицировать по разным типам, в зависимости, например, от скорости проводимости, вот, и от адаптации, и от тех порогов активации, которые им присущи. Здесь вот вы видите в этой таблице физиологические подтипы волокон. Если эту аббревиатуру расшифровывать, то это slowly adapting, то есть медленно адаптирующиеся волокна. А кроме того, low threshold волокна, то есть это волокна, которые с низким порогом.
Вот, а есть волокна с высоким порогом. Соответственно, они разделяются по скорости проведения информации. И там бета-волокна, они проводят достаточно быстро. Это миелинизированные волокна разного, они такого достаточно большого диаметра. Вот, дельта-волокна, они меньшего диаметра и, соответственно, проводят скорость меньше и медленнее всего проводят, собственно говоря, информацию волокна C-типа. Вот, и они в основном отличаются тем, что они проводят такую болевую информацию. Значит, здесь можно посмотреть, с каким типом чувствительного элемента связаны, как правило, вот эти разные типы волокон. Вот. А кроме того, где они локализованы. Ну и здесь понятно, какого типа воздействия на них вызывает их активацию. Вот, там, растягивание кожи, движение кожи, отклонение, собственно говоря, одного волоска. Ну вот, и здесь показаны тоже вот внизу стимул и как собственно говоря, на этот стимул отвечает определенное волокно. Вот эти вот волокна с высоким порогом адаптации, они, собственно, на появление сильного стимула, вот, они начинают разряжаться, и разряжаются все время, пока есть этот стимул. Ну и здесь еще раз просто показано, какого типа альфа-волокна. Альфа-волокна не упоминаются, потому что они на самом деле здесь, Александр, разговор идет про это, все-таки про осязание. Альфа-волокна это уже волокна мышечные, глубокие, вот, которые отвечают за получение информации, за проприоцептивную информацию. Здесь как бы речь идет про осязание. Соответственно, смотрим, какие бывают разные типы стимулов, которые могут воздействовать на кожу и, собственно говоря, вот здесь дальше речь пойдет в основном про волосистую кожу. Вот, соответственно, давление, вибрация, ну и в том числе такое маленькое воздействие, там, дуновение ветерка, вот, все это может оказывать воздействие на вот эти волокна, и они, соответственно, могут информацию проводить потом дальше в нервную систему. Здесь важно отметить и важно помнить, что нейроны, которые воспринимают информацию с периферии и проводят ее потом в спинной мозг, это псевдоуниполярные нейроны. То есть одна часть отростка идет собственно говоря, одна часть волокна идет к афферентной части, ну вот, и воспринимает изменения во внешнем мире. А другая часть волокна идет и образует контакты либо в своем сегменте, только как это вот показано для C-типа нейронов с низким порогом или для дельта-волокон. Либо, если это А-бета волокна, то они, соответственно, могут активировать несколько сегментов спинного мозга. Здесь важно понимать, что на самом деле вот эти волокна, они образуют что-то типа таких колонок. Вот, у них тоже очень сложная система иннервации. В обработке информации принимает участие большое количество интернейронов, которые находятся в дорзальной части сервовещества спинного мозга. Вот. Ну и кроме того, информация из спинного мозга, она поднимается выше соответственно, в головной мозг, и там уже происходит дальнейшая интеграция этой информации. И есть несколько разных путей передачи информации. То есть есть прямой путь, который идет прямо в соматосенсорную кору. Ну и есть еще цервикальный путь и непрямой, у которого есть несколько переключений еще по пути следования.
Вот. Что мы знаем как-то более-менее неплохо про соматосенсорную кору? Ну, например, мы знаем, что вот эти вот а, волокна, которые способны чувствовать отклонение волосков, они специализировались настолько например, у грызунов, что они стали в том числе служить для того, чтобы животное могло ориентироваться в пространстве с помощью вибрис. Вот, и вибрисы тоже видоизменились. Это уже такие они превратились в специализированные органы, которые активно могут ощупывать внешний мир, ощупывать поверхность. Вот. И, соответственно, определенным образом, и это очень важная часть сенсорного мира грызунов, именно поэтому у них выделилась такая специальная часть сенсорной коры, соматосенсорной коры, которая реагирует как раз на активность вибриз и на ту информацию, которая с них приходит. И на самом деле грызуны не только могут как-то вот ориентироваться в пространстве, но и в том числе они могут даже идентифицировать объекты некоторые с помощью этой системы. И вот эта часть коры, она называется Barrel Cortex, и у нее есть довольно хорошая такая вот, она прям, по-моему, если правильно припоминаю, хорошо видна даже на практически неокрашенных срезах мозга, потому что там есть потому что отдельные представительства отдельных вибриз, они очень хорошо как бы отделены друг от друга, ну вот, и они довольно хорошо заметны. И, соответственно, архитектура и функциональная карта этой коры была построена сначала, по-моему, с помощью метода дезоксиглюкозы, когда стимулируют одну вибрису и накапливается дезоксиглюкоза в определенной колонке, которая отвечает за получение информации от отдельной вибрисы. Вот. Ну а потом это было показано еще в том числе и с помощью оптического картирования по внутреннему сигналу. А кроме того, если уж говорить о каком-то таком вот практической пользе этой части коры для исследований мозга, то здесь на этом участке мозга можно строить и делать интересные эксперименты, которые позволяют понять, как происходит формирование локальных нейронных сетей внутри отдельных функциональных модулей мозга. И это такие онтогенетические эксперименты, когда еще практически на новорожденных крысятах исследуется перетекание токов и формирование такой спайковой активности в отдельном модуле, э, связанном с определенной вибрисой. И нужно сказать, что это на самом деле пластическая, даже сама-то сенсорная система, это пластическая система, то есть та информация, которая приходит с периферии, она должна в принципе соответствовать тому, чем в данный момент в том числе и обладает животное, как устроена его поверхность кожи. И в этом смысле, и насколько активно она используется для чего. В этом смысле вот такие достаточно старая работа Майкла Мерзеника, здесь уже ее обобщение в книге по нейробиологии коры. Майкл Мерзеник в свое время показал по-моему, это на All Monkey, он показал изменения соответствующих зон представительств пальца по мере того, как животное все больше и больше начинает его использовать в своей жизни. Там были такие эксперименты, которые длились в течение нескольких месяцев по 3-4, там, по-моему, часа в день животное должно было дотрагиваться до такого как бы диска вращающегося с неровной поверхностью. И если провести такое аккуратное картирование, то есть с помощью микроэлектрода протестировать те места, на которые реагирует
на которые реагирует, собственно говоря, кора, когда к ней, которые соответствуют периферии пальцу. Вот, то есть в начале эксперимента здесь представительство вот этого участка пальца, оно было таким достаточно маленьким, то спустя несколько месяцев тренировки эта область расширяется, и, соответственно, то место, даже вот маленькое, локальное, на поверхности тела животное, которое в силу разных причин начинает сильнее использоваться, вот, это место получает большее представительство в коре. То есть таким образом наше представление о том, как мы взаимодействуем с помощью нашего тела с внешним миром, оно тоже активно обновляется. Вот. Ну и сейчас, если я хотел бы перейти, собственно, у меня там следующий слайд про то, откуда появилась вообще механорецепция. И сейчас вот коротко я хотел просто показать вам, как вот в мышечных волокнах происходит рецепция. И, соответственно, вот эти мышечные веретена, которые обладают способностью воспринимать растяжение мышц, они вот, соответственно, опутаны сенсорными окончаниями, в мембране которых находятся ионные каналы, которые реагируют на растяжение. То есть если мембрана изменилась, растянулась, то открывается пора, через которую, возможно, становится ток ионов. Откуда у нас это все появилось? И в этом смысле мне вот показалась в свое время очень интересная работа Детлева Арендта из лаборатории Детлева Арендта. Вот. Они продолжают активно работать дальше, вот, создавая наше концептуальное представление о том, как эволюционировала нервная система. И вот в этой работе речь шла собственно говоря, эволюции, о ранней эволюции потенциала действия. И, соответственно, понятно, что для любой живой клетки и даже вот до нашего последнего общего предшественника Last Universal Common Ancestor, который был предшественником, собственно говоря, эм, животных клеток эукариотических, соответственно, эм, а, важно сохранять целостность мембраны. Мы знаем, что есть разные концентрации ионов внутри и снаружи клетки. И вот, судя по всему, кальций стал тем сигнальным ионом, который запускал в том числе ремонт клеток. Потому что в том случае, если появлялась какая-то прореха в мембране, кальций устремлялся внутрь клетки. Ну и поскольку уже в тот момент, ну, предполагаем, это гипотеза, вот, существовал актомиозин, вот, который, с одной стороны, нужен был для того, чтобы для транспортировки визикул внутри вот этой вот клетки общего предка, вот, а с другой стороны, он мог использоваться актомиозин, и визикулы, они могли быть использованы для того, чтобы заделывать быстро прорехи. То есть кальций помогал, с одной стороны, как бы стягивать образовавшееся отверстие, а с другой стороны, позволял также включать визикулы в мембраны. В результате появлялась вновь сформированная мембрана, которая заделывала прореху. И если вот в начале, если посмотреть как бы в разрезе, если в начале вот это вот требовалось действительно реальное встраивание кусочков мембраны для того, чтобы заделать это, то постепенно в процессе эволюции появился канал, который позволил, ну, упреждать вот такие ситуации. То есть в тот момент, когда механический стресс начинал действовать на мембрану, канал открывался, кальций проникал внутрь клетки, что вызывало сокращение актомиозина, вот, и, соответственно, и одновременное приближение вот, визикулов, которые могли в случае все-таки опасного воздействия
воздействие включиться в мембрану и ее, ну, там, сразу же, например, отремонтировать. И вот это приспособление, судя по всему, оно стало использоваться для того, чтобы, ну, и упреждающие движения совершать в том числе. Ну вот. Если таких каналов становится больше, актомиозин располагается под поверхностью, сразу же под мембраной, вот, то когда такое животное натыкается на препятствие механическое, которое потенциально может его повредить, это вызывает ток кальция внутрь клетки, сокращение. Этот конец животного укорачивается, цитозоль устремляется в противоположном направлении, происходит расширение противоположного конца, и таким образом появляется возможность быстро реагировать на опасные воздействия и быстро от них начинать убегать. В этом смысле мне тоже очень понравилась такая уже давнишняя работа по поведению, по-моему, по-моему, Эшерихи Колли, ну вот, там тоже, там, в принципе, исследовались как раз вот такого типа каналы, и Эшерихи Колли здорово демонстрирует вот такое натыкание на предметы и, соответственно, движение от них. Вот, ну и какой еще один шаг делает, собственно говоря, вот группа авторов во главе с Детлевом Арентом. Они говорят о том, что вот появление потенциалов действия, оно способствовало тоже постепенному эволюционированию всей системы. Вот. И, соответственно, если сначала была такая общая клетка, у которой был нечувствительный к каким-то определенным ионам канал, вот, и он мог реагировать, мог пропускать как кальций, так натрий, так и калий, вот, но все-таки появилась уже возможность как раз за счет перетока разного типа ионов через этот канал появилась возможность вот генерировать потенциалы действия. Такая клетка, ну, в общем, у животного она располагалась на поверхности тела, и через расположенные как бы сбоку каналы глютаматные или габбергические, вот, она могла передавать информацию друг другу, и клетки могли сокращаться за счет вот миозинового комплекса, все как-то в каком-то общем ритме. То на следующем этапе, если на первом этапе это была действительно такая общая клетка, на следующем этапе происходило разделение, вот, и появилась клетка чувствующая, ну вот, и появилась клетка, которая еще сохраняла, собственно говоря, способность тоже и к механорецепции, но с другой стороны она уже начала специализироваться больше ам, в направлении в выполнении сократительных функций. Ну и уже на следующем этапе они говорят, что еще дальше произошла специализация, и вот эти вот механочувствительные нейроны, они начали выделять медиатор, и который стал реагировать уже на интернейроны, такие ганглиозные клетки, которые дальше уже передавали информацию собственно говоря, сократительные клетки. Вот, то есть постепенно здесь вот вот на этой как бы картине, на этой базе разворачивается превращение общего предшественника уже в такую специализированную сеть нейронов. Вот, ну и на самом деле у меня такой достаточно сегодня короткий получается рассказ. Вот, я хотел еще коротко остановиться для того, чтобы перейти уже на следующей лекции собственно, к обсуждению каких-то
других типов механорецепции, которые обеспечиваются волосковыми клетками. Вот. Я хотел немножко вернуться тоже к началу своего рассказа и к тому, о чем я говорил, про про восприятие себя и вообще про формирование ощущения собственного тела. Вот. Сейчас описывают разного типа иллюзии. Вот. Есть определенного типа феноменология, которая как раз вот позволяет говорить о том, что у нас есть реальное ощущение собственного тела. Вот. И если есть такие вот иллюзии, которые говорят про out of body experience, которые обеспечиваются определенными частями мозга, вот, то есть еще и другие совершенно другого типа иллюзии и галлюцинации, вот, в которые вот сейчас, как оказывается, включены тоже разные части мозга. Вот. И если посмотреть детальнее, то к этим, соответственно, частям м, то, это как бы такие ассоциативные области, в которых в том числе сходится информация из соматосенсорной коры и от вестибулярной системы. И про это, в принципе, я хочу поговорить потом в следующий раз детальнее. Вот. Но для начала в следующий раз речь пойдет собственно говоря, про волосковые клетки и как на них происходит преобразование внешних механических стимулов в энергию нервного импульса. У меня на этом все на самом деле.